Друзья, всем привет! Меня зовут Артем, и вы вновь на канале Коптим вместе. В сегодняшнем видео я хотел вам показать и рассказать, как я делаю тушенку свиную в автоклаве. Приступим! Ну что, друзья, уже как по традиции сложилось, видео у нас будет разбито на несколько этапов, а более точнее на 4. Значит, первым этапом мы разделаем наше мясо, разрежем его на порционные кубики. Вторым этапом мы поместим его в банки. Третьим этапом мы поместим наши банки с мясом в автоклав. Четвертым этапом продегустируем. Друзья, чтобы приготовить одну баночку 0,5 свиной тушенки, нам потребуется непосредственно само мясо, в моем случае это свиная шея. Далее 5 грамм соли, 1 перец душистый, 2 перчика черным горошком и 1 лавровый лист. Это стандартная закладка на одну банку. Начинаем нарезать наше мясо. Друзья, мясо нужно резать примерно вот такими кусочками, вот такими кубиками. 2 на 2, 2 на 3. Чуть меньше, чем мы режем на шашлык. Друзья, ну примерно такие кусочки у вас должны получаться. Я сейчас за кадром порежу все мясо, дальше включимся, и вы увидите, что будем делать дальше. Хочу обратить ваше внимание на то, что лично я каждый кусок, перед тем, как порезать его и положить в банки, тщательно просматриваю и проминаю руками. Очень важно, чтобы у вас вот эти вещи, косточки, хрящи, не попали в банку. Чтобы потом в тарелке у вас не было неприятных сюрпризов. Ну что, друзья, мясо мы порезали, теперь пришло время перейти ко второму этапу. А это непосредственно мы укладываем наше мясо со специями в банки. Друзья, ну что ж, теперь закладываем наши ингредиенты в банку. Значит, чтобы отмерить 5 грамм соли, я использую мерную ложечку. Она очень удобна. И здесь ровно 5 грамм. Без горки, друзья мои. Соль добавили. Теперь добавляем по одной горошине перца душистого. Далее по 2 горошины перца черного. И последним этапом мы добавляем по одному лавровому листу. Ну что, друзья, соль и специи мы распределили по банкам. Теперь пришло время добавлять мясо. Закладываем мясо в банки. Положили слой и немножечко его утрамбовали. Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что мясо закладываете вот примерно так, как я, не выше. Если вы положите мясо под горловину, во время автоклавирования у вас сорвет крышки, потому что мясо выдавит ее. Вот такое наполнение банки у вас должно получиться. Друзья, у нас что-то климат разыгрался, солнышко жарит не по-детски, температура на улице 33-35 градусов. Очень жарко, но работать надо. Друзья, у меня был 1 килограмм
420 грамм свиной шеи, если быть точнее. Вот. И, как видите, она ровно, точнее, мясо ровно распределилось среди 3 банок. Ну что, друзья, теперь мы закручиваем наши банки крышками. Кстати, я обращаю ваше внимание на то, что я использую крышки Twist Off. Это очень удобно и сокращает время на закрутку, если вы делаете тем более большое количество. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что крышки банки Twist Off вы можете использовать повторно. Кому-то, может быть, пригодится. Ну что, теперь ставим банки в кассету. Моя кассета рассчитана на 7 банок. Ну, для видео я решил показать вам на примере 3. Все, закрываем. Вот такими барашками закручиваем нашу кассету. Сначала наживляем все барашки, потом затягиваем. Все барашки наживили, теперь мы их затягиваем. Ну что, друзья, барашки мы затянули. Теперь несем кассету в автоклав. Ну что, друзья, приступаем к 3-му этапу. Погружаем нашу кассету в автоклав. Далее заливаем простую холодную воду. Она, чтобы немножечко, буквально на 1-2 сантиметра, покрыла нашу кассету. Залил 5 литров, пока еще не хватило. Пойду подолью водички. Опять не хватило. Но это уж точно должно хватить. Как доктор прописал. Одеваем уплотнительное кольцо. В крышку автоклава. Далее затягиваем рамгайками. Сначала наживляем, чтобы не было перекоса крышки. Достаточно. Наживляем крест-накрест. Друзья, пришло время затягивать наши гайки. Обращаю ваше внимание на то, что они должны затягиваться параллельно друг другу. Одновременно постарайтесь это сделать, для того, чтобы не было перекоса крышки. Перед началом использования автоклава обязательно проверьте клапан. Далее проверьте обязательно, насколько сильно и тщательно вы затянули рамгайки. После чего поджигаем автоклав и начинаем процесс автоклавирования. Хочу обратить ваше внимание на одну очень важную деталь. В моем случае я использую газовую плиту, поэтому ее мощность нагрева конфорки нужно использовать на 3/4. Для того, чтобы наше мясо в банках равномерно прогрелось. Далее необходимо будет поставить, в моем случае это 5-литровая пустая бутылка, в нее отходит шланг и в бутылку поступает конденсат. Друзья, сам процесс стерилизации свиного мяса проходит при температуре 120 градусов. Поэтому мы сейчас сначала доводим до этой температуры, догоняем наш автоклав. Далее засекаем 40 минут
Это как раз полный процесс стерилизации именно мяса свинины. Стерилизуем 40 минут, затем выключаем автоклав и даем ему остыть при комнатной температуре до 30-40 градусов внутри автоклава. Ну, в моем случае он примерно остывает около 12-16 часов. Ну, судя по нашей погоде, я думаю, не меньше суток. Очень жарко. Ну что, друзья, вышли мы на заданную температуру 120 градусов. Давление поднялось у нас почти на 2 бара. Это рабочая температура моего автоклава. Теперь мы засекаем время 40 минут. Обязательно такой момент. Ну, что касаемо газовых плит, лично при автоклавировании, приготовке тушенки, я всегда нахожусь рядом с плитой. Как говорится, кручу комфорки. Чуть отойдешь, температура будет ползти то вверх, то падать вниз. Поэтому здесь самое главное уследить за средней температурой. То есть температура должна быть 120 градусов строго. Плюс-минус 1-1,5 градуса. Этим моментом, друзья мои, не пренебрегайте. Значит, друзья мои, что касаемо моего термощупа, внутри автоклава установлена гильза. Вот. И погрешность температуры здесь составляет 10 градусов. Иными словами, на моем приборе сейчас показывается 110 градусов, но фактическая ее внутри автоклава составляет 120. Ну, на данный момент 128 градуса. Это индивидуальная особенность моего прибора. Ну что, друзья, прошло у нас 40 минут. Процесс автоклавирования у нас завершен. Теперь мы выключаем плиту. Оставляем автоклав остывать при комнатной температуре до... Ну, я вам уже до этого говорил, но я оставлю его лучше на сутки. Потому что с учетом нашей погоды, с нашей жарой, пусть лучше подольше постоит. Поэтому ждем завтра. Потом открываем автоклав, достаем наши баночки и будем дегустировать. Я вас приветствую, у нас наступило утро. Теперь пора посмотреть, что у нас получилось. Значит, автоклав у нас остыл до комнатной нужной температуры. К сожалению, у нас такая сейчас комнатная температура. На улице по-прежнему очень жарко. Давление у нас спало. Теперь мы стравливаем остаточное давление в бутылку. Видите, его нет. Поэтому мы смело можем откручивать ремгайки, ну и смотреть, что у нас получилось. Ах да, забыл добавить. Прежде чем открыть крышку, нам следует слить воду. Так, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Для удобства перенесу автоклав на стол. Теперь вынимаем кассету. Коллега, пройдемте на рабочее место, там откроем и посмотрим, что у нас получилось. Так, прибыли мы в нашу мастерскую. Теперь раскручиваем кассету автоклава и будем смотреть, что у нас получилось. Так, ну что ж, раскрутили нашу кассету. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Как вы можете видеть, начал образовываться жирок. Ну, разумеется, тушенка только с автоклава. Она еще не застыла. Вообще у нее консистенция должна быть желеобразная. Поэтому, конечно, можно уже попробовать. Но давайте наберемся немножечко терпения. Поставим ее на несколько часов в холодильник. Появится белый жирочек. Тушенка станет желеобразная. И тогда будем пробовать. Ну, конечно, очень бы хотелось сейчас. Но немножечко подождем. Ну что ж, дождались. Прошли у нас томительные 4 часа. Теперь тушенка зажелировалась. Появился белый жирок. Теперь уже не терпится ее открыть.
и отведать. Понюхайте, друзья мои. Ну что, нюх, ну давайте уже пробовать. Ну смотрите, мясо просто разваливается. Получилось очень мягкое. Ставьте камеру на штатив. Давайте уже попробуем. Приступим. Ваше здоровье, коллега. Аналогично. Вкусно. Хочу добавить, очень вкусно. По соли, по специям прекрасно. Это стандартный классический рецепт свинины, тушеной в автоклаве. Поэтому, что тут размусоливать? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте дружить. А мы пока будем доедать.